Всем привет, друзья! Вы на канале Миссис Марпл. Герой этого выпуска – первый чемпион НТА в истории Доты. Я звала его на интервью много лет. Вы просили его в комментариях под каждым выпуском. И вот мы наконец-то здесь. Его зовут Климент Попей Иванов. И это его первое большое интервью в статусе тренера. Ну, привет, дорогой Климент. Привет. Я звала тебя на интервью действительно много лет. Ты всегда говорил мне, что, Мария, пока я не выиграю International еще раз, я тебе интервью не дам. Вот буду стоять с Аегисом, и ты буквально сразу за кулисами можешь брать у меня интервью. Вот мы с тобой здесь. Что изменилось? Я реально это сказал? Да. Ну, блин, я факапнул тогда. Потому что мы сейчас даем интервью. Но я International не выиграл еще. Да, и вот мы вот и здесь, и что поменялось? Ты просто тогда это не всерьез говорил? Не было у тебя такого? У меня просто времени нет Окей. за такие вещи делать. Ну, я говорю, сейчас мы в буткемпе здесь, ты тоже живешь здесь. Конечно, приходи и делай интервью. Но просто так как бы делать интервью где-то, ну, мне просто не хочется иногда. Когда вот в Эстонию говорят, что люди приходят, и мы сделаем у тебя интервью, я скажу просто нет. Мне падло. Зачем? Это как бы работа, я не хочу работать дома. Давай как раз тогда поговорим о том, что ты здесь, в Белграде, вы буткемпитесь, ты тренер по Revision, но буквально в марте тебя спрашивали о тренерской карьере, ты говорил, что ты никогда этого не хотел, никогда об этом не думал, и для тебя это sounds miserable, но при этом в том же интервью, через пару минут, ты сказал, что в целом буткемп тебе нравится, команда тебе нравится, и все тебя устраивает. Какое из этих утверждений сейчас ближе к истине? Ну, я бы сказал, что в Сербии очень хорошо, мне здесь очень нравится. И еще по Revision сделали очень хороший буткемп. Как бы это плюс-плюс, потому что в Сербии все есть, в Сербии как бы дешево, и как бы здесь тепло. Ну, здесь все хорошо. А буткемп у нас просто построен, ну, у них построен хороший буткемп, потому что у всех есть свое место, где спать. У нас есть сразу компьютеры сразу с нами, мы живем в домике. Как бы все есть просто. Поэтому, ну, у нас есть еще повар, кто делает нам еду 3 раза в день. Так что, как бы, просто это все атмосфера слишком хорошая, чтобы сказать, что... Ну, ничего не сказать, скажем так. То есть это в большей части повлияло на то, что ты говоришь, я буду тренером, без проблем, погнали? Не. Я просто сыграл... Я хотел добавить ранг после этого, когда я проиграл последнюю квалификацию на International, где Falcons выиграли. Я как бы понял, что я плохо играю. Я думал, ну, потому что я много не играл. Я думал, что, может быть, уже надо забивать на игру. Я уже давно понимал, что труднее становится, как играть. Я помню, когда Матумба Мэн говорил мне долго назад, когда у него тоже трудности были, чтобы играть на микрогероев. И у меня тоже самое стало случиться, что я уже чувствую, что у меня стрейфы не такие быстрые. Ну, у меня мышка не работает так быстро, у меня, не знаю, голова не работает или... Не, голова работает, но... Моторика. Да, моторика не работает так хорошо. Так что мы с Матумбой... Когда Матумба сказал, что у него трудности, тогда я тоже стал их чувствовать как бы потом тоже. Я думал, что, может быть, слишком трудно как бы мне играть хорошо. Я посмотрел, месяц сыграл очень много пабов. Сыграл где-то там 15 или 20 игр в день. 3 недели подряд или 4. И добавил ранг 121, когда у меня было 300. И, ну, если я как бы еще бы играл, я думаю, что я бы дошел до этого, что я, может быть, еще выше бы был ранг. Но тогда Вова спросил у меня, что давай, может быть, ты попробуешь покоучить? Но из-за этого, что он так попросил, как бы, вообще как бы, maybe you wanna try? Я такой, ну, maybe. И я просто пришел. И я пришел сюда, и вообще самый лучший буткемп, как бы, вообще в мире для меня. И как бы окей. Ты несколько раз подчеркнул, что буткемп тебе очень нравится, но по тому, что ты перечислил,
принципе, я понимаю, что это стандарты, да, качества для буткемпа, по крайней мере, в Восточной Европе у команд это база, что есть дом, есть отличное жилье, есть повар, есть все условия, есть компы, на меньшее как бы даже никто не рассчитывает. Это как-то отличается от того, что было у тебя раньше в твоих командах и в твоем опыте? Насколько это сильно лучше? И что было до, если тебя это действительно вот подкупает, что это круто? Не, ну вот здесь денег побольше. Все очень хорошо придумано. Здесь 10 дом все подряд. Да, здесь как Counter-Strike в своем доме. Какие-то другие команды тоже берут какие-то домики иногда, как Virtus.pro или что такое. Как бы у них есть много места, и все работает, как бы. И все у них уже придумано, как бы, потому что большое количество вещей работает здесь, потому что, ну, комьюнити большой, скажем так. Ну да, у вас здесь literally кэмп. Да. И скажем так, в Нави у нас была квартира, хорошая квартира, куда мы пошли играть. А тогда мы должны были пойти куда-то в другое место спать. Как бы, и все время... И они были как бы рентовки такие, где она могла поменять, может быть, офис какой-то, но все эти апартменты, они могли как бы поменяться, и все такое. Все время была как бы какая-то каша хотя бы. А здесь все уже придумано, здесь уже все работает. В Секрете у нас в Европе не было буткемп-хауса, так что мы все время рентовали от кого-то другого. Это значит, что ты все время как бы не можешь, повара же не будешь каждый раз куда-то принести. Это же невозможно так. А другие вещи тоже, как бы компьютер ты не будешь же все время с собой брать. Это как бы все время меняется ситуация. И даже если буткемп хороший, мне не нравится, что все время что-то меняется. Как бы, даже если ты поменяешь, это значит, что ну, это только один раз. Как бы, окей, в следующий раз не будет. Так что сейчас как бы здесь лучше, потому что здесь я знаю, что у нас есть, ну, реально как бы все есть и все время будет. Это как чувствуется, как, ну, Stable. Home. Тише. А сейчас небольшая пауза. И не спешите перематывать. Расскажу, как выиграть джерси прямиком с инта. Главный турнир года закончился буквально вчера, но парни из OneWin успели наснимать влогов из буткемпа и прямо с места событий. И это не просто нарезочка смешных моментов, а вполне себе документалка. Кстати, качеству я ставлю лайк. В данном видеоматериале вы ознакомитесь с подготовкой команды в Сербии, увидите, как выглядит инт изнутри и даже услышите от местных, что они вообще думают про доту. Отдельная тема — новые джерси. Команда представила их как раз к International и играла в них на турнире. И прямо сейчас в телеграм-канале OneWin Dota проходит конкурс, где разыгрывают эти самые джерси и арканы. Только не откладывайте, конкурс идет до 26 августа. Условия максимально простые, участие бесплатное. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, подписывайтесь на канал команды, кстати, там же лежат полные версии влогов. И хорошего вам просмотра. А мы возвращаемся к Пупею. Насколько уровень скилла текущей команды, которую ты тренируешь, ребята из Prevision, соответствует твоим ожиданиям? Насколько тебе круто с этим материалом работать, с этими игроками? Насколько они удовлетворяют твои, знаешь, потребности, что вот они должны уметь это? И насколько Вова No One влияет на вот твое ощущение? Ну смотри, тут вещь не работает так. Я бы сказал тебе, что вещь работает побольше этом, что если я скажу какие-то вещи, они поймут побыстрее. Чем За счет low чего? skill. Почему? Потому что они лучше понимают доту. Если они лучше понимают доту, тогда они быстрее понимают, о чем я говорю. Это, если что, скажем так, если я коуч, я думаю, я с low skill'ами тоже как бы мог нормально сработать. Но когда я играю, это тяжело. Это просто тяжело, потому что ты обычно знаешь, что невозможно обычно выиграть игру, надо зачизить все время команду, против кого ты играешь. Надо как бы придумывать какие-то стратегии, почему выигрывать игры. Или вообще в салат драфт выиграть. И как бы... И говорю, тут побольше атмосфера разговора. Ты скажешь какую-то вещь, Вова так посмотрит, я понимаю. А другой посмотрит такой, я не понимаю, и ты обсуждаешь это, и тогда он это как бы, он скажет, что поймет, в игре увидит, что он это не делает. А high skill игрок, он первая вещь, он побыстрее поймет, о чем я говорю, и диалог будет получше, и, может быть, он еще посоветует что-то хорошее.
И как бы он никогда не скажет, что я не хочу это делать, или... Ну, иногда он может, если я не прав. Я тоже могу не прав быть. Так что, ну, как бы разговор побыстрее все время работает. И как бы негативность намного меньше, потому что чел как бы... Если человек как бы на ситуацию чувствует, что он не может, я не могу придумать что-то, и, ну, он же будет негативный или будет defensive, как бы, скажем так. Так что с такими людьми, ну, трудно разговаривать, даже если они это не, как бы, они не делают это просто так, они просто не умеют. Так что... Есть пример таких игроков? Да, есть везде. Ну, то есть мы не будем называть какие-то игроки. Да, они везде. Окей. Они все, кто не играет профессионально сейчас, хорошие в команде. Эти все люди, кто играет сейчас доту, и они просто играют доту, зарплату не... Ну, может быть, они играют где-то тир-3 в команде, и, может быть, они зарплату получают, но очень много людей играют доту. Так много, как, скажем, Сатаник играет доту, играет какой-то чел доту, и он ничего не получает уже 10 лет. Вот этот чел. Мы говорим про этого чела. И их много. Как тебя принимали в команду? Это было довольно быстро, довольно, мне кажется, сумбурно, потому что команда осталась без тренера, Вова тебя позвал, ты согласился, и все закрутилось. Как это выглядело? Вот ты прилетел на буткэмп, тебя встречают парни. Понятно, что с Вовой у тебя долгая история знакомства, вы много раз вместе везде были и так далее. Да. В остальном, вот, как это выглядело, вспомни. Вова попросил, мы на Discord поговорили, я пришел сюда, поспал. Ну, я говорю, что как было. Я поспал, проснулся, пришел вниз, еда везде. Я такой, ну, нормально, как бы. Хороший буткемп. Короче, мы поиграли, 3 место взяли, мы пошли как бы кушать после этого, когда турнир сыграли, Dream League. И мы такое потусились, там разговаривали. Я еще не знал, если я хотел это делать или нет. Но я сказал Сатанику Алану, что если хочешь, я останусь. И Сатаник сказал, окей. Изначально я сидел, думал долго, как бы, и из вариантов хороших мне показалось, что есть только Пупей. Это в любом случае был бы рандом, потому что, ну, я не знал, как Пупей как тренер будет. Я знал, что он легенда как игрок, как капитан, и он прошел через много. Вот у меня была вера в то, что он... Я с ним общался же до этого еще, там, когда мы играли в ВП. У нас же был такой rival с Secret. Вот. Мы постоянно в финалах играли. Мы с ним пересекались на автопате, и я видел, что он очень умный мужик сам по себе. И я понимал, что если он вольется в коллектив, то он это будет подходить с умом и так далее. Вот. И как бы он принесет очень много полезного. Он знает, как подходить к молодым ребятам, он знает, как подходить ко мне, там, условно, уже постарше, скажем так. Он разбирается очень хорошо и в игре, и вне игры, в командной химии, потому что он построил очень много составов. Вот. И мне показалось, что это, наверное, лучший вариант вообще из всех, даже из тех, кого мы смотрели, там, кто занят был. Вот. Полной внутрянки не знаю, когда какое решение было вынесено, но с его слов, да, это было, ну, посмотрим после Dream League. После Dream League мы сходили все в ресторан, вот, его когда там что-то все спрашивали, но он говорил, ну, вот, посмотрим. Но когда мы с ним остались наедине, он сказал, чувак, я, наверное, думаю, что да. Я такой, ну, кайф, четко. Мы с ним спелись как-то, у него очень крутое чувство юмора, вот, мы постоянно рофлим с ним, говорим много о музыке, вот, поэтому он со мной поделился, и, собственно, решение было такое, да, едем дальше, и все получилось, химия пошла. А что поменялось в твоем решении? Ты приходил действительно как тренер на один турнир? Short right. Я просто не думаю такие вещи. Я делаю, что я хочу. Если мне понравился, я сделаю. Я не буду думать так, что я хочу теперь быть тренером. Я буду сейчас Что показывать. тебя подкупило, знаешь? Ну вот Что меня Сатаник подкупило? тебя подкупил? Или вот что именно повлияло на это? Что ты такой, да, почему бы нет, я погнал с Не, ним. когда люди хотят с тобой работать, я поработаю. Мне нравится, когда люди хотят атмосферу сделать. Я хочу с людьми работать, я хочу атмосферы, мне все равно на эти деньги. Как бы, мне уже денег есть так много, как я хочу. Как бы, что, я Макдональдс могу себе купить, я могу все, что хочу купить себе, я много не хочу. Феррари я не хочу купить себе. Гитару новую и Макдональдс. Гитары новые, Макдональдс, суши, я говорю. Я могу кушать хорошо, как видно. И как бы у меня все есть.
биллионов и миллионов, там мега много миллионов или что такое, мне не нужно. Так что я получше как бы хотел с людьми тусоваться. Но я, может быть, старый уже из-за этого, поэтому... Камон. Камон, может быть, я так не думал, если мне 20 лет. Может быть, да. Не, я думал то же самое. Как бы мне эти деньги не такие интересны. Никогда не были. Он помогал нам с героями, но он, я бы сказал, меньше ответственности брал. Он сам говорил то, что мы сначала должны, типа, привыкнуть к нему, дать ему больше респекта, потом он уже будет брать больше ответственности. Но мы как бы ему сразу готовы были весь респект дать, чтобы он сам драфтил, все дела. Но как бы он хотел это постепенно, поэтому это сейчас даже лучше, я бы сказал. В марте тебя называли самым успешным тренером, ты поправил, сказал, что ты никакой не тренер. Сегодня у тебя 2-1 уже результата. Да. Завтра вы вылетаете на Инд, Мгм. и мы узнаем, чем он закончится совсем скоро. Уже можно менять формулировку, что ты успешный тренер, и ты дальше в этом заезде надолго. А кто сказал, что я не успешный? Ты сам сказал на тот момент, что ты не тренер. Я могу все, что угодно говорить. Как ты сейчас себя ощущаешь? То есть ты уже окончательно принял, что да, я тренер, классно, мне все нравится, мы погнали дальше. How do you Whatever. feel? Я просто сделаю свою работу так, как я хочу. Теперь так? Я и все время так делал. Я просто... иногда бывает так, что я не могу ничего сказать, если я еще не выиграл. Угу. Теперь я выиграл, но что это меняет? Я должен по-любому свои вещи опять то же самое делать. Как бы верить, что я хотел делать тогда, делаю то же самое сейчас. Знаешь, я имею в виду, что вот до победы какой-то, да, первой, ты все равно чувствуешь немножко, что ты там не фит, то есть еще не на месте. Не Не, никогда. Сразу на месте. Потому что я лучше знаю доту. Это правда. Я не говорю это про эго. Я просто говорю, что я думаю, что я лучше понимаю доту, чем другие. И когда я что-то вижу, что кто-то другой придумывает тоже очень хорошо доту, я сразу хочу как швам это взять себе. И поэтому как бы я жил уже доту так долго, что это как бы, как назвать, это правда. Это просто правда, что мне дота со мной как бы хорошо работает. Симбиоз. И поэтому этот autistic brain, что у меня есть, это как бы она работает с дотой. И я думаю, что я хорошо придумываю в доте. На любой вещи. роли, собственно, да. Вообще, как играть. Аутистик брейн, мне диагностировали аутизм, кстати, официально. Да. Коллега? Я знаю, что вы все аутисты. Все, кто работает в киберспорте, мне кажется, Конечно. аутисты. Без этого невозможно. Что ты понял о работе тренером после того, как стал full-time тренером? Какие открытия, новые инсайты? Я вижу, что есть разница, когда я играю, и есть разница, когда я коучу. То же самые вещи я делаю, но когда я играю, эмоции по-другому работают. Как? Когда ты играешь в доту, тогда ты чувствуешь негативно из-за, скажем, какое-то поражение. Может быть, из-за тебя, может быть, из-за кого-то. Вообще разницы нету. Но у тебя есть эти эмоции. Как бы, что надо было вот прыгнуть там, надо было вот эту делать, надо было вот эту. Как бы все эти вещи я бы думал, когда я игрок. А когда я коучу, мы там не прыгнули правильно, мы там сделали какой-то плохой файт. Или... скажем так, скилл-моменты я вообще не смотрю сейчас. Как бы кто-то не прыгнул правильно, не прыгнул правильно, хорошо. Но это не, я не буду про это обсуждать вообще больше, потому что мне это все равно. У меня эмоций нету, что я сказал, что надо было прыгать. Я сказал, что надо было прыгать. Или что такое. И как бы эмоций таких нету. Я ничего им же не говорю, я просто драфт сделал, и я смотрю, как драфт работает. Если они там, скажем, сыграли игру и прыгнули плохо, могли даже выиграть игру. Прыгнули плохо, и из-за этого они проиграли игру. Но игра тяжелая по-любому была. Это значит, что я не буду даже смотреть, что они выходят, они говорят, что мы могли выиграть, мы могли прыгнуть сюда и вот это все тогда сделать, а мне вообще все равно, потому что это не будет ничего как бы делать в следующую игру. Я все время так думал, но это намного проще делать, когда ты не играешь. Когда ты не играешь, тогда ты просто сидишь и смотришь, что да, это реально трудно делать. Как бы я теперь понимаю, что невозможно карту хорошее движение делать. Или я вижу, что
может быть, надо было по-другому играть на карте, или, может быть, надо было ставить вот этого героя вперед, и ему или кому-то надо было побольше фарм давать. Ну, я такие вещи побольше смотрю теперь, потому что все эти экшн-мувы, мне вообще разницы нету сейчас, потому что это у них работа такая. Они должны прыгать там хорошо. Что я буду говорить, что должен был прыгать хорошо? Какие-то коучи такие есть. Я знаю, что они придут и скажут, что ну, вы не прыгнули хорошо, поэтому вы проиграли игру. То есть ты больше про стратегический макро-подход, чтобы они были с идеей правильной в голове, Да, с правильным да, мувментом. Да. Ну, потому что вот бывает такая ситуация, где коуч такой 6-й игрок. А 6-й игрок только он сделает это, что... И иногда люди хотят это. Иногда, скажем так, у тебя есть игроки, кто хотят сказать, что мы должны вот это было делать, и 2 человека говорят нет, и 2 человека говорят да. Но это не это 50-50. Ну, скажем так, что один, я понимаю, этот, кто скажет, это он как бы, ну, он 3-й человек. Ну, подумай про это, что есть 50-50. А 6-й человек скажет, что да, I agree, надо было вот это делать. И как бы вот это 6-й игрок. Но он не помогает стратегии вообще. Он просто дает вам побыстрее, может быть, дойти до этого, что надо было вот это делать. И все. Когда парни играют официалку, у тебя не возникает желания вот прям вскочить, подбежать, там, ну, самому что-то сделать, когда ты понимаешь, что да, вот здесь он не прыгнул, здесь они там неудачно дерутся, и я бы сейчас вот мог бы, я знаю, как бы здесь сделал по микро. Да, конечно. Но что делать? Нельзя. Но ты с этим Ну, что? calm down. Какой calm-down? Нет? Ну, Как ты себя ведешь? Ты наоборот сидишь вот, или не, ты спокоен? если меня раздражает что-то, и что они не делают, тогда нет. Конечно, мне не нравится это. Как бы. Что, я буду сидеть просто как какой-то без эмоций человек, что ли? Это не я. Я не знаю, расскажи. Ну, я стараюсь как бы не показывать эмоции или что такое, но обычно у меня все время есть какие-то эмоции. Просто молча бьешь. Нет. Не молча, как вы видели. Не молча. К этому мы еще придем. Нет, не надо. Ты всю свою карьеру был человеком, за которым остается последнее слово, да? Я капитан, я так решил, и мы делаем так. Сейчас, когда ты не можешь ничего на сервере поменять, вот насколько тебе дается, что да, произошло иначе, я хотел по-другому. Если они неправильное движение делают, мне надо еще один раз посоветовать им. Но если они проебали игру, скажем так, если они играют последнюю игру в турнире, и если они проигрывают эту игру, и все, вылетают, тогда я могу сказать, что, guys, мы же разговаривали про это, что надо так делать. Чего вы не делаете это? Как бы вы проигрываете турнир из-за этого. Тогда я могу вот так сказать. Но если мы играем турнир, я еще буду советовать им и просто давать эту инфу, что нам надо такие вещи делать. Или если они не знают про это, тогда я по-любому то же самое. Просто даю совет, чтобы они это делали. Люди, кто играет в доту, они хотят думать. Они хотят как бы играть так, что все уже понятно. Все уже понятно, чтобы мы, может, просто могли сыграть лучше. Мы не должны думать, куда движение делать. И у нас все это автоматик должен быть, что мы идем куда-то, делаем свои вещи, и мы правильные вещи уже делаем, мы это знаем, что это правильно. И я могу просто думать, как самый лучший там кидать спелы, или каждый момент как бы какой-то чел прыгает с блинком, я могу манту нажать, я могу БКБ нажать вовремя, я могу как бы все эти микромоменты очень хорошо сыграть, потому что я не думаю, куда нам надо идти, я не думаю, кого надо прыгать, у нас все уже есть как бы придумано. Поэтому, когда я вижу, что они какие-то движения не делают правильно, тогда я просто буду советовать это побольше, скажем так, если они это не понимают, но все-таки как бы я хочу, если они не поняли меня первый раз, я поменяю может быть, разговор по-другому, почему это полезно. Иногда нет времени, и тебе надо сказать, что вот надо так делать. Второй раз, если они это не сделают правильно, тогда мне надо как бы обсуждать, мне надо реально как бы побольше времени взять и обсуждать, почему это работает. Тогда они будут получше понимать. Но если есть много времени, тогда обсуждение как бы такая длинная и происходит. Но на все вещи же нет времени, чтобы разговаривать.
Ты в одном из интервью рассказывал, что вы с ребятами вместе смотрите реплей, ты сажаешь их, и вы все дружно это разбираете, и ты сравнил это с тем, как делают уроки с детьми. Кто из этих детей тебя удивил и чему ты научил? Знаешь, ты вот увидел какие-то идеи новые, какие-то мысли, ты подумал, вау, круто, я чему-то новому сам научился. Ну, если что, побольше я удивился от Nine класса, я думаю, потому что он придумывает самые необычные вещи. Например, если что-то не секретное можно рассказать из того, что уже нет, прошло. у него просто герои необычные. Все другие играют на обычные герои, а он придумывает какие-то Сларк, пост 4, Пуджи, пост 4. Он придумывает мету для себя. И как бы Monkey King 4 у него тоже есть. Как бы. И теперь, когда он разговаривает про свою доту, и когда он показывает, как он пулит крипов и все эта тема, он как бы эксперт на эти вещи. И поэтому смотреть, что он делает и придумывает, это дает мне, это как швамный эффект для меня. Когда он делает вот эти вещи и показывает мне, это сразу как бы nice, потому что чел показывает мне экстра версии, как доту играть, скажем так. Я, кстати, видела мнение, что Nine класс до твоего прихода на тренера как раз был свободнее и вот этим своим рандомным абсолютно выбором героев удивлял противников, да. А ты как будто бы немножко, наоборот, его в этом ограничил. Как изнутри на самом деле обстоят дела? Раз ты сам говоришь, что наоборот, ты рад, и тебя это удивляет, как сейчас вы, может быть, какую-то гармонию нашли, да, как это выглядит? Это может только он сказать. Потому что я не знаю, какой он был в команде перед этим, когда я пришел. И я не знаю, если я как бы поменял его так, что он берет мои советы и он делает их. Но я знаю, что ему не трудно играть с другим героем, но он реально хочет как бы свою игру играть. И он хочет он знает, что для него, он знает, что он выиграет доту, если он так сделает. Так что, когда я иногда даю советы, что сыграю на этом герое, он сразу не захочет. Но пройдет время, и как-то он начинает на этом герое играть. То есть почему-то, как бы. Вы ищете баланс, то есть нет такого, что ты пришел и говоришь, нет, теперь ты будешь играть так. Нет, так я не буду делать. Вы аккуратно никогда. к этому сейчас. Да. Но суть в этом есть, что через время он начинает на этих героев играть. Но есть пример такой, что, скажем, мы на турнире. Мы, скажем, на АВЦ играли только что сейчас. И пример такой, что я вижу во драфте, когда я там делаю, сам драфтю против себя, и вижу, что, мне понадобится еще один герой. Мне реально только один герой для тебя понадобится. Еще один range support. И я даю ему выбор из каких-то 2 героев. Что надо, они полезны бы были сейчас. Выбирай. И он такой, хорошо, я буду играть на этом. Так что добавляю я ему hero pool. И потом он сыграет 10 пабов, и тогда он ready. И на АВЦ он сыграл на винрейнджере, как я помню. Может быть, нет, но у нас был этот запасной, по-любому. Круто, что ты в своем подходе все равно оставляешь ему выбор. Даже хоть и из 2 героев, все равно выбор. Не, выбор большой. Может быть, там побольше героев было. Но я знаю, что он добавляет себе героя из-за этого, что я реально скажу, что ты видишь ситуацию такую, ты видишь picture, и картинки там, если самое лучшее, это когда он видит вещи. Не так, что ты скажешь, что играй. Это не нравится ему, потому что он тоже интеллектуальный человек, кто хочет, что с ним разговаривали как человек. Как надо обсуждать вещи, надо смотреть вещи, надо придумывать хорошо. Когда я показываю ему все вещи, видишь, что происходит здесь, видишь, что вот там происходит, и он такой, окей, это правда, я попробую, или я вижу, что это хорошо.
Смотри, Parivision и до твоего прихода была успешной командой. В последнее время у них действительно там подпросели результаты, и с твоим приходом все резко пошло на взлет. Что нужно было поменять или сломать в команде, в хорошем смысле, чтобы она заработала? То есть, когда ты пришел, вот что было самое наглядное, да, что вот выбивалось и бросалось в глаза? Ну, проблем много было. Как бы у всех игроков какая-то фишка была, скажем так. Не буду я обсуждать просто так, потому что зачем? Не, я имею в виду, знаешь, как проблемы больше были психологические в межличностном общении или игровые проблемы Везде были такие проблемы. Просто у всех команд проблемы есть. Не будет такого, что не будет проблем. Просто там были проблемы. И я как бы... Что я делал? Я ничего не делал. Как бы. Я постарался просто им показывать игру, чтобы они получше доту играли. Когда я обсуждаю, как надо разговаривать с людьми, и вся эта тема, это тоже как бы что? Я делал просто, что надо делать. Как бы. То есть ты лично по отдельности, например, сначала с каждым из них, может быть, поговорил, каждого из них конечно. Разобрал лично. Да. Но я говорю, что это я делаю, потому что так и должен как бы человек делать. Как бы, если ты видишь, даже ты можешь никакой там дота эксперт быть, но... Я никакой абсолютно. Не, даже ты не можешь быть какой-то эксперт-коуч, как бы психологист или что такое. Ты можешь, по-любому ты увидишь, что эти люди, кто играет доту, они же не какие-то, как сказать, они не complicated. Нет. Они обычные. Им нравится аниме, дота и как бы разговаривать про какие-то дебильные вещи, что происходили там в пабе. Что-то такое. Как бы у них интересы такие вот здесь. И поесть. Не, обычно, если что, они как бы кушать не все время хотят. Как бы какие-то игроки, как Ниша у меня был, он вообще какой... Кушать это вообще waste of time. Но тогда он маленький был. Теперь он большой. Теперь он кушает, я думаю. Но я имею в виду, что как бы у них интересы такие, так что ты, если видишь, что у них какие-то проблемы, ты сама тоже придешь и как бы поговоришь с ними, и будет лучше. А так и надо делать просто. И я делаю это не из-за этого, что я коуч, я не делаю это из-за этого, что как бы помогать ему в доте или что-то такое, потому что что с тобой, как бы, надо поговорить, надо как бы мысли вот сюда выходить, не надо как бы зажимать их. Здесь. Вот так, да. Угу. Ты взял на себя драфты и сказал, что, вот опять, как обычно, стал кем-то вроде диктатора. И до этого ты говорил, что нет, коуч должен быть фан, как и сейчас ты это говоришь, он должен быть open фан, и разговаривать, и понимать игроков. Что на самом деле правдивее, что ты действительно властный, и ты командуешь больше, или все-таки на самом деле вот все, что ты сейчас рассказываешь, гораздо ближе к правде? Но это только, я говорю, это только про драфт можно разговаривать. Потому что это все, что ты видишь сейчас, и есть как бы в команде. Но как вышло драфт, я просто думал, что когда я пришел в команду, я думал, что у них все уже есть. Они уже все хорошо понимают. Они уже выиграли турниры в 3-е место на International, и я думал, что они очень хорошая команда, и у них мозги нормально работают. Но как бы пришел я в команду, и как бы есть все хорошие идеи. Я не флеймы никого. Я просто говорю, что у тебя форма должна быть. Форма, чтобы драфтить. Форма, как придумывать игру. Если команда не в форме, тогда ты не понимаешь, что происходит. Как бы ты не понимаешь, что драфтить. И ты можешь советы давать какие-то. Иногда хорошие, иногда плохие. Но ты не знаешь, когда они плохие, не знаешь, когда они хорошие, потому что у тебя формы нет. Но я бы сказал, что коуч и как капитан, он должен быть все время в форме. Как бы даже если у него команда ничего не понимает, мне проще сейчас форсить своего игрока, чтобы играть на этих героев. Мне попроще это делать, когда я был игроком, там труднее, потому что слишком много вещей, что надо делать, и еще мне надо играть. Но сейчас мне проще. Я просто скажу Алану. Алан скажет мне, нет, не хочу играть. Я такой, окей, следующий день я опять буду спрашивать. Третий день я опять буду спрашивать. Может быть, неделя пройдет или месяц пройдет, он будет на этом герое играть. Потому что
он тоже не хочет каждый день это слушать, потому что не то, что я его как бы троллю каждый день или что такое, а просто как бы я ему показываю. Ну, то, как я говорю, что советы даю. Убеждение Если ты такое, не да. понимаешь это или что-то такое, тогда я буду еще получше показывать. Смотри, как происходит здесь. Смотри, что происходит. Смотри драфт мой. Видишь, как хорошо это выглядит? Ну, понимаешь, против, если это, как это Falcons, International выиграли. Хорошо, самая лучшая команда. Если они как бы вот драфтят вот это, ты боялся бы этого? Он такой, да, вот, поэтому надо, может быть, то же самое делать, если возможно. Если я с ними согласен, то я с ним спорить буду, конечно. Но в основном я просто с ней всегда согласен, поэтому у нас споров очень мало. Так что, да. Какой вопрос был? Это не звучит как диктатура совершенно, Климент. Да, не, это не... Это шутка, полагаю. Диктатура — это от этого, что я теперь драфтю вообще как, сам почти. Потому что я слушаю их, конечно, надо слушать, но когда-то было так, что я давал советы. Я давал советы, они там драфтили и что такое, но начиналось это, что, Дука должен был нажимать кнопку, но когда обсуждение происходит, скажем, Вова там разговаривает про какую-то вещь, или DM, или Нотист, или... Нотист уже, когда пришел, тогда я уже диктатурился. Так что, скажем, DM или Сатаник, или там они разговаривают, и тогда Дука должен придумывать, кого теперь выбирать. И это мешало для него, я бы сказал, потому что слишком много людей разговаривали про какие-то вещи, что он не уверен был, какой лучший вариант. И тогда побольше я стал просто драфтить сам. И первая вещь, когда... было вот так, что Дука еще драфтил, но он только слушал меня. А потом я просто сел, потому что это намного лучше. И whatever. Просто Вова спросил у меня, что давай ты лучше просто сам подрафтишь. И я такой, я сделаю, что ты захочешь, как бы. Мне все равно. Я сделаю то, что сделаешь, чтобы выиграть. Вообще нам всегда было... По драфтам мы всегда как бы и не сильно пытались участвовать, потому что, как мне кажется, что тренерская задача — это как раз-таки драфты сейчас, чтобы игроки не сильно перед игрой нервничали, как бы готовились, тратили время. И мне кажется, тренер для этого идеальная позиция. Вот поэтому это было супер легко. У нас то же самое, как бы у нас 90 или 80% Асини все по драфтам делал, мы ему помогали. Где-то, там, на турнирах, может быть, мы 50-50 с ним были. Вот, в этом плане. А так, лидерство, да, я бы не сказал, что у нас есть какой-то прям ярко выраженный лидер. Мне кажется, что у нас команда, то есть, условно, я и Дукалис, мы можем вести игру, кто-то больше, кто-то меньше. Иногда Алан подключается, когда Женя подключается, иногда Эдгар. Это как бы от игры к игре. Поэтому я думаю, это то, чего мы хотели изначально. То есть я это ему... Как бы он не хотел так, а я знал, что так это нам и нужно. Вот. В какой матч или турнир, или просто день, момент ты понял, что все, что ты хотел сделать, работает, тебя устраивает, тебе нравится, и все круто получается, и ты все делаешь правильно? Когда это было? Когда ты это почувствовал? Что они все начали понимать тебя, прислушиваться, делать так, как ты говоришь? Когда они взяли Женю Нотиста. Мы взяли. Когда пришел он в команду, тогда команда поменялась побольше на позитивность, потому что он, если что, pretty positive guy. И как бы он успокаивает команду, потому что он обычно говорит такие вещи, что все хорошо, как бы у нас игра, все было хорошее, надо было просто вот так играть, и все. Он никогда не скажет, что какие-то негативные вещи в игре. И даже не то, что в игре, после игры. После игры у нас теперь побольше хорошая атмосфера, потому что нету такого, что все молчат и не хотят обсуждать вещи. Потому что Женя будет. Потому что Женя хочет поговорить, что случилось. Как бы. И я такой, если я уже начинаю с кем-то разговаривать... конечно, Дука и Вова тоже как бы разговаривают. Но я бы сказал, что у них есть побольше это, что они негативные, когда они будут обсуждать. А у Жени просто базовая вещь, что сказать, это позитивно как-то придумывать вещи. Он такой хороший человек. И я бы сказал, что из-за этого намного проще уже разговаривать про какие-то идеи,
что делать в команде, потому что ничего не мешает, скажем так. Атмосфера хорошая в команде, это значит, что уже все слушают получше и не думают про какую-то вещь. Понимаешь, что когда у тебя, даже если это неправда, но если у тебя негативная ситуация в команде, и ты думаешь, что кто-то плохо играет, ты будешь такие вещи делать, что я скажу тебе, сыграй на этом герое, ну а зачем мне играть? Потому что я сыграю, или сыграю лучше, или что такое, там, сделай вот эти фарм-паттерны получше, а все равно по-любому не оффлейн проиграет игру, потому что они нафидят, и я проиграю игру из-за этого, потому что они все время фидят. Как бы, если такая атмосфера уже, что ты не веришь в свою команду, ты не будешь тоже слушать, ты не будешь ничего делать, ты будешь просто вот такой. И поэтому как бы атмосфера it's important. Ну, как обычно говорят всегда и везде, что игроки могут быть сколько угодно скилловыми, с прекрасным микро там, и со всем пониманием, но если они просто все дружно впятером не стакаются морально, психологически, то ничего не поедет. Да. Chemistry самое главное. Да. Круто. То есть Женя Нотис принес вот этот правильный элемент в эту химию, и все заработало. Да, я бы сказал Круто. так. Как он готовится, ну, он просто, на самом деле, с дня до ночи как будто даже сидит, просто драфты готовит. Он как будто к любым поворотам готов, то есть на драфте, когда мы играем против соперников. Поэтому вот в первой стадии он читает врагов. Не то, что читает, он как будто просто видит все исходы, как они начинаются там. Поэтому с ним очень круто играть, потому что у тебя всегда хорошие драфты получаются. Сатаник рассказывал, что ты ввел интересную систему в подготовке. Ты ввел штуку из КСа. Сейчас коротко объясню нашим зрителям, что я имею в виду. В КСе многие команды пользуются обозначениями каких-то ситуаций и дают им там, имена игроков, команд. То есть, условно, тренер может сказать, идем туда, делаем Виталити, идем туда, делаем Керригана. И это какой-то шифр, который сразу тебе объясняет, без долгих слов, что нужно делать. А как ты к этому пришел? Расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее, потому что я первый раз в жизни слышу, что в доте есть такой подход у тренера. Это круто, это интересно. Я думаю, у всех. Может быть, они делают это в доте, когда они... Это рандомно происходит. Когда я в команду зашел, у них был один вещь, что там было название Астини Вард, скажем. Так что у них уже что-то такое было. Но они не думали про это, что это как бы хорошая идея, чтобы мы просто поставили на все вещи какие-то слово какое-то. Я бы сказал, что это очень полезно для команды, потому что ты не будешь обсуждать, что надо делать. И я хочу, чтобы они такие вещи делали в игре. И я бы хотел, что было бы простое слово для этого, чтобы вы все поняли, что происходит в карте. 5 игроков, когда кто-то скажет одно слово, все понимают, что происходит. Все понимают. Ты не должен это делать, конечно, но все понимают, что происходит в игре. Что происходит в игре, это происходит. И поэтому у нас есть многие, я могу сказать пару, если хочешь. Очень хочу, чтобы ты рассказал хотя бы пару секретных, которые можно полить. Не сказать, что мы делаем. Не, я не буду говорить, что мы делаем. Но коротко я скажу, что какие слова у нас. У нас есть Макдональдс. У нас есть Макдональдс. У нас есть Африка. Понимаешь? Вот и думайте, что это значит, друзья. Да, у нас есть Африка. Это просто место где-то, где нам нравится пойти. И она выглядит, может быть, как Африка. Потому что так придумали. Или, может быть, нет. Мы придумывали многие такие слова. Может быть, там есть еще. Есть toilet smoke. А расскажи, пожалуйста, как парни учили все эти определения? То есть это какая-то там таблица или какой-то список? Или они просто по ходу Не, мы реплей смотрим, и я показываю, что так надо делать. Обычно вот так происходит. Если у меня уже придумания нету, обычно, это 50-50. Обычно я как бы уже придумывал, что я хочу это назвать. И тогда я скажу, что вот, guys, вот это... Вот такое движение, будем называть вот с этим это. Иногда мы смотрим реплей, я показываю, что я хочу, чтобы вы вот это время, когда вы здесь вы запушили там Tier 2 Tower, я хочу, чтобы вы нажимали Smoke иногда и пошли вот такую траекторию.
потому что вам надо найти там героев, whatever, who cares. Но что мы будем называть? Как мы будем эту вещь называть? Советы. Так что они дают советы, все там думают, мы говорим про это, мы говорим, что нет, это слишком длинный, это как бы обсуждение такое. Тимбондинг, я бы сказал. И они Если сразу, что. то есть, усваивают, и учить уже ничего не надо, потому что вы вместе Да, потому это что мы придумали. уже разговариваем, мы придумаем, почему мы это придумываем, если там слюня вышла, если там какая-то, скажем, what's it called, inside joke внутри, тогда мы обсуждаем это вовремя вот это, и тогда все уже понимают, почему это funny. И как бы это слово уже как бы для нас побольше значит. И, может быть, это лучше, если мы все как бы вместе это придумываем, а не так, что я сказал, и вот берите. Есть какая-то связь сразу. Да, но обычно это так происходит, что мы придумываем вот так слово. И мне тоже это нравится, что как бы это наше слово, а не так, что кто-то его придумал. Мы все как бы обсуждаем. Ты сейчас работаешь с молодыми талантами, в частности, Сатаник очень юный парень. Я как раз застала его приход в первую команду, когда он играл у нас в Team Spirit. Это прям вот еще ребенок. А что в работе с таким юным талантом важнее? Научить его дисциплине, системе и так далее? Или, наоборот, не убить в нем, знаешь, дерзость, наглость, смелость, креатив и все в таком роде? Как ты к нему, какой подход ты к нему применяешь? Многие вещи, да. Сатаник хаотик немножечко, он такой, Конечно, он прям хаотик. кит. Он как кид, он хаотик, он очень хорошо играет доту. У него эго, я бы сказал, у него эго хороший. Не такой сильный у него эго, высокий, я бы сказал. Он, если что, как бы он человек очень хороший, но он привык уже разговаривать с людьми. Он только разговаривал с дочерями. И это не хороший комьюнити для тебя, где как бы быть. Среда не та, Да, немножечко да. для воспитания. 10 лет доту играть, и с ними только разговаривать. У него как бы друзей real life как бы нету так много, как я знаю. И он побольше доту играл. Понятно, что он доту побольше играл, он самый лучший игрок в мире. Но суть в этом, что он как бы, с кем он разговаривал все время, какие у него идеи в мозге, как он разговаривает с людьми. Я много раз ему говорю, что мне не нравится, когда ты так со мной разговариваешь, потому что это ненормально. Как бы я понимаю, что другие как бы у тебя люди там, кто подсасывает к тебе, потому что ты самый лучший игрок, и ты даже не понимаешь, что они это делают тебе, потому что ты кид, ты это не понимаешь. Тебе не сказали никогда, может быть, ты просто слишком много играл доту и ушел играть везде в это время, когда обычно как бы люди побольше, может быть, с отцом там разговаривают про такие вещи, что там есть люди, кто использует тебя, и все эти бла-бла, и такие как бы разговоры. Но я думаю, что он еще как бы не получил такие разговоры, и даже он не получил от этого еще, как сказать... от какой-то взрослой фигуры, да, какое-то наставление. Он даже не получил еще пизды за это. Не скажем, что... я говорю, что понимаю. когда-то, даже вот такой пример, что пизды получить. Это же нормально. Я, когда маленький был, я что-то плохое сделал, я получил, если я там 10 лет мне было, и я там что-то неправильно, реально как бы троллил, и был... нехороший человек, скажем так. Тогда я пизды получал от каких-то взрослых, потому что, что я делаю? Это же нормально. А ты должен это понимать. Но он это еще не понимает, потому что этого не случилось с ним. И, может быть, это у всех сейчас, кто миллениалсы, как бы они не получают этот хороший эффект. They don't study the world, you know? Они не получают ничего сейчас в жизни, они просто так говорят там что-то, ничего не происходит. Ты вот этот. Ничего не случилось. Как бы теперь люди разговаривают как долбоебы, я бы сказал, сами собой. И это нормально. Просто это норм теперь. Это другое поколение, мы росли в других условиях, в другое время. Но это норм теперь, но это не нормально. Как бы, если ты убрал бы этот телефон у людей, и интернет бы убрал у людей,
тогда это бы ушла бы, инста бы ушла. Но сейчас почему-то, сейчас, когда интернет есть, сейчас, когда ты можешь почту написать, ты вот этот, и кто-то может, ты вот этот, и вот могут вот так делать каждый день, и это нормально, вот просто будем вот так каждый день делать. Я говорю, другие идеи уже есть у людей, и как бы они разговаривают с людьми плохо, я бы сказал. Алан тоже как бы иногда это делает. Я ему просто скажу, что не-не-не, со мной лучше нет. Иди поговори с Мангеки вот так, но со мной не будешь, потому что мне это не нравится. И он понимает это. Как бы, потому что если ты серьезно скажешь, что это мне не нравится, но так и надо. Если ты будешь так думать, что мне он не нравится. Нет, ты скажи, что тебе это не нравится. Он перестанет. Люди должны все это так делать. Так что у Алана как бы, у него есть такие вещи, что он думает, что это как бы нормально. Но не то, что он думает, что это нормально. Он знает, что это плохо. Но это как бы фан. Потому что это все делают. И это как бы, это есть жизнь сейчас, что происходит. Ты ему напоминаешь о норме, которая существует. Я напоминаю ему про норм, потому что ты должен по-любому такой человек быть. Я хочу, чтобы ты был такой человек. Я не хочу, чтобы ты был этот чел, кто так разговаривает с людьми. И я не хочу, чтобы ты это делал. Для тебя. Для тебя я не хочу это. Просто мне раздражает это, когда люди думают, что я что-то делаю, потому что это меня как бы... it makes me angry. It doesn't make me angry. Но не смотреть на тебя, когда я реально как бы I care for you, и я хочу, чтобы тебе самое лучшее бы случилось, и я не хочу, чтобы ты это делал. Это другой как бы anger. Это не то же самое, что мне это не нравится. Это не то же самая вещь. Я хочу, for your own good, как бы ты я делаешь. хочу, чтобы у него как бы жизнь хорошая была, не то, что... Это другой anger, это вообще по-другому работает. Круто, ты чувствуешь на себе вот эту менторскую роль лидера, опять же, с авторитетом, потому что, я думаю, что если бы это был бы не ты, да, тренером Сатаника был бы не ты, а кто-то другой, может быть, не с таким огромным багажом, не с такими регалиями, не с таким успешным карьерным путем, то, может быть, он бы и поверхностнее относился к твоим советам, просьбам, рекомендациям. То есть понимаешь ли ты, что да, ты сейчас закладываешь какие-то нормы, да, какие-то полезные, здоровые вещи в голову, по сути, совершенно другому новому поколению, и это какое-то легаси тоже. И ты таким образом свое легаси оставляешь, в том числе через это. Вообще все Нет, равно. don't Вообще care? все равно на legacy и все эти вещи. Я имею в виду просто пользу какую-то. Я Ты понимаю. чувствуешь от Нет, этого пользу я, конечно, чувствую, свою? но я не чувствую это из-за этого, потому что я какой-то коуч. Я просто работаю с человеком, кто хотел со мной работать, скажем так. И если мы уже друзья из-за этого, потому что мы друзья теперь, и я хочу, чтобы у друга как бы все хорошо было. Если я вижу, что он что-то неправильно делает в жизни, я скажу это ему. Я не буду... Конечно, если он как бы факапит, я не буду этого держать на него, как бы, потому что он же мой друг. Так что такая ситуация. И про legacy мне все равно, потому что мы все умрем когда-то. Так что этот legacy, как бы, что мне, чтобы люди говорили про это, что я там что-то делал, или что такое. Мы все умрем, все, заебись. Как бы, whatever. Что... Как бы люди могут думать про тебя, что хотят, но это, что important, я бы сказал, что у тебя как бы в жизни происходит, а не то, что люди, какие-то X-люди, кто вообще про тебя ничего не знают, что они говорят про тебя. Изначально, когда он пришел вообще в состав наш еще 2 года назад, когда мы его позвали, он вообще был ребенком, если честно. С ним было очень тяжело, потому что он на вайбе 15-летнего смотрит очень странные тиктоки, ни с кем не общается и не слушает нас, и не прислушивается. И с этого момента он рос, но мне кажется, что самый сильный рост его как игрока произошел как раз таки, когда пришел Пупей, такой дядя, который очень умный, очень правильный, все понимает, как нужно. Он очень хорошо ему объясняет и с его позиции, как бы, с его возраста, и со своего возраста много вещей. И Алан сейчас, мне кажется, очень сильно растет, как на дрожжах. Вот такое выражение, как бы. И мне очень прикольно наблюдать, наверное, за тем, как Алан превращается все же как бы уже из мальчика в такого уже мужа, наверное, мужчину. Вот, как бы. И Пупея влияние, оно, мне кажется, самое сильное, потому что он больше всего с ним работает.
Мне позавчера исполнилось 35, тебе 36. В целом мы с тобой ровесники. Я за собой замечаю такую штуку, что вот я почти 10 лет работаю в киберспорте, и из-за того, что вокруг всегда молодые ребята, юные, всегда, как правило, они младше меня, я сама себя не чувствую, ну, грубо говоря, на свой возраст. То есть ты все время омолаживаешься за счет того, что ты там, смотришь эти мемы, обсуждаешь эти же темы с ними, они тебе рассказывают про какие-то сериалы, аниме там, и так далее, и ты все время молодишься. Ты чувствуешь вот это же ощущение, что ты, как будто тебе не много лет, ты взрослый дядька, а ты вот с подростками тусуешься, с молодыми ребятами? Ну, я бы сказал, что это все время было так. И сейчас... Ну, скажем так, я не думаю про это. И если происходит такая ситуация, кто-то скажет, что ты старый или что такое, я такой, старый? Ты... Не, как бы это не работает. Ты просто хочешь пофлеймить, потроллить. Как бы я такой, окей. Что? Что это значит? Это ничего не значит, как бы. Потому что когда я с ними, если я с Аланом, скажем, разговариваю, я не думаю, что он младше меня, я не думаю ничего про этого. Как бы. Мы просто разговариваем. На одной волне? На одной волне. Я не буду ничего думать. То же самое было, когда мне 20 было и кому 40. Мне как бы... Иногда это как бы может быть неправильно, что я думаю, что я должен быть на одной волне с ним быть. Но, может быть, я просто взрослый разговор все время давал. Не такой аниме conversations, диалог давал. Так что я все время чувствовал, что это не существует у меня. Я могу просто сказать, Климент как человек, он у нас авторитет, и я бы сказал, это очень помогает. Так как у нас в команде очень много споров, много всего, именно он решает все эти проблемы. Как он сказал, так и будет. Просто старший брат появился в команде. С некоторыми нашими героями мы отматываем их карьеру до самого начала. С тобой это делать страшно, потому что карьера очень объемная, масштабная, и буквально киберспорт с тебя начался, если можно так сказать. Давай перейдем вот к событиям более актуальным и поближе к сегодняшнему дню. В начале 2026 года Team Secret сообщили о том, что приостанавливают деятельность. Что привело к этому решению? Что на него повлияло? Денег не было. Расскажи об этом подробнее, Денег. если можно. Ну, что? Денег не было? Но это же складывается из нескольких факторов. То есть, как бы, деньги бывают разные и из разных источников. В Доте происходит так, что есть очень много команд, у кого спонсоры... Когда-то было вот так, что казино-спонсоры, они спонсорировали команды. И эти орга получали денег от этого и сделали хорошую команду. Но эти деньги не такие большие обычно были, потому что кто будет сувать деньги в команду, кого они не контролируют, скажем так. И теперь им как бы, чтобы бабки платить, это не так трудно, потому что это орг как бы для них, если они хотят продать его, что-то сделать с этим, тогда как бы, ну, это попроще будет, и они сувают деньги туда, где они контролируют все. Ну, типа это их актив. Да, это их актив, это все понятно. А это значит, что зарплаты у дотеров будут побольше, намного побольше. И такая команда, как Team Secret, какие-то там Нигмы или что-то такое, они не могут как бы жить с этим. OG, как вы видите, у них трудности, потому что зарплаты — это покупать те самые лучшие игроки. И что? Как бы, если ты не выигрываешь в доте, если ты не показываешь себя, тогда тут тебе спонсоры тоже не придут. Так что это как бы работает так, что побольше платишь, побольше получаешь. Так что... Но сейчас бабл огромный, потому что сейчас хотят все зайти в киберспорт, потому что и когда Сауди Арабия пришла тоже с этим СВЦ и купили Faceit, купили Dream League, купили ESL, купили всех и сделали свой киберспорт как бы комьюнити, экосистем, да. Это все значит, что как бы все хотят зайти в киберспорт сейчас и будут платить большие деньги за это. И как бы через время это пройдет, и деньги будут меньше.
Денег будут спонсорировать меньше, я думаю, для команды, и зарплаты будут меньше тоже. Но сейчас это время. Сейчас и 3 лет подряд вот так происходит. И для секретов это невозможно. Что ты будешь платить деньги за какую-то команду, кто не будет ничего выигрывать? Это мне тоже бесит это, что я не смог платить большие зарплаты, я не мог зафорсить игроков прийти ко мне или что такое. И так и есть . Я хочу напомнить тебе о разговоре, который у нас с тобой был когда-то давно, возможно, на какой-то автопатии. Я тебя спрашивала, Климент, почему вы не делаете медийку? Почему ты часто от нее отказываешься, и вы в целом сами не поддерживаете какие-то медийные большие начинания? И ты мне тогда говорил, а мне это не интересно, потому что у нас другая финансовая модель, и мне не нужно делать медиа, мне нужно, чтобы моя команда побеждала. Но на дистанции я вижу, что клубы с сильной медийкой могут оставаться на плаву, даже когда у них проседают результаты, за счет того, что есть уже раскрученные каналы, медиа самих игроков раскрученные. И все равно ты можешь работать со спонсорами, вне зависимости от результатов. Это тебя держит на плаву. Поменял ли ты свое мнение о медийке с годами, когда финансовые модели начали меняться в целом в индустрии? Я говорю, если зарплаты большие, ты должен медийку делать. А у нас зарплаты не такие большие были. Что? Вы и не хотели, изначально вообще пытаться их развивать, чтобы спонсоров привлекать? Я говорю, если ты будешь платить много денег, тогда хорошо, получаете возможности, что я все время на кадре, ты все время получаешь показывать меня. Но если у меня зарплат маленький, зачем мне это? Потому что это не... Зачем ты должен показывать меня, как я какой-то Криштиану Роналду? Я знаю, сколько стоит Криштиану Роналду. Я знаю, почему он все время... Ты видишь его, потому что, чело получает очень большую зарплату. И вы платите очень много денег за это. Так что это все складывается. Когда у меня своя команда, и я знаю, что я получаю X долларов, и это не такое большое количество денег, тогда я знаю, что мне лучше фокусировать на выиграть International, потому что если я выиграю International, я тогда 10 миллионов получаю. И это 50, нет, 100, это 500, может быть 500 или 5000 раз больше, чем моя зарплата, скажем так. Нет, тогда это целые 10 миллионов. Короче, намного больше, чем зарплата. Намного больше. Зачем мне какую-то медийку для тебя делать, чтобы показать свою... чувствовать хорошо про мою зарплату? Я бы чувствовал лучше, если я бы выиграл International. Но ведь медийка приведет к тебе спонсоров, и ты сможешь поднять зарплаты. Тут я говорю, тут double-edged sword, я скажу. Знаешь, что такое? Да. Значит, это ситуация только со мной, потому что я сказал уже перед этим, что мне деньги не такие интересные. Когда ты принимал это решение, ты чувствовал скорее облегчение или грустил, переживал, было больно? О прекращении этой деятельности, о приостановке этого проекта, большого проекта твоей жизни? Не, это хороший выбор был, потому что это уже меня это мешало мне, чтобы в доте что-то делать, чтобы выигрывать, Потому что я же не могу... я хочу доту выигрывать. Мне все равно... мне не все равно, но просто я в приоритете хочу что-то делать в доте. Если что-то мешает мне делать что-то в доте, надо заканчивать. И когда я закончил, я чувствовал хорошо, потому что я знаю теперь, что я могу хотя бы что-то придумать и что-то найти. И есть какой-то вариант. Если это было возможно там, это было бы очень хорошо. Но я знал, что Secret мешает мне что-то найти в доте. Это просто правда. И я думаю, что, не знаю, может быть, я не права, поправь меня, что какой-то гнет ответственности еще с твоих плеч упал, и ты сейчас, у тебя развязаны руки, у тебя есть поддержка клуба, за который ты не несешь финальную ответственность, и есть ресурс, и есть возможность работать с игроками, и уже это не полностью твоя ответственность, полностью твой клуб, где от каждого твоего движения зависит судьба организации. Есть такое? Да, конечно, есть. Мне намного проще быть в этом команде, чем своей.
как бы, потому что я не должен ничего думать. Я просто прихожу, делаю свою работу и могу пойти домой. В одном из интервью ты говорил, что там, ни в какую бы другую команду никогда не пошел, то есть Team Secret и так далее. Правильно ли получается, что только при условии, что Team Secret перестает существовать, ты и пошел, собственно, в другую команду? Это дало тебе свободу это сделать? Да. При другом раскладе ты бы так не сделал. Ну, типа, знаешь, я объясню. Team Secret остается на плаву, функционирует, работает, к тебе приходят инвесторы и говорят, мы хотим купить Team Secret, продай нам долю свою, да, там, и можешь делать что угодно. И она бы осталась, а ты ушел в другую организацию. Вот при таком условии ты бы не выбрал это? Выбрал, я думаю. Угу. Но это как бы... Ну, все понятно, что когда я сделал свою команду, я хочу от этого что-то получить. Как бы я бы по-любому бы продал это, потому что мы уже сделали это, мы уже фан получили от этого, что мы сделали свой клуб, почилились, но сейчас как бы такая ситуация, что эти команды без беттинг-спонсора, ну, беттинг-спонсор команда, у них просто побольше денег сейчас, и они получают побольше медиа, они получают побольше, они выигрывают побольше турниров, и они как бы живут в киберспорте как, ну, они там, они реально живут там. Они его и создают еще, да, и вливают деньги. А мы как бы терпим. И терпеть нельзя. Как бы надо... Мы когда сделали команду, мы получили там спонсоров, люди получили зарплаты, люди работали, у нас все как бы весело было, потому что все время как бы was growing, и все это было отлично. Вы варили пиво. Да, Still remember. сделали. И как бы все как бы работало, все было фан. А сейчас как бы трудность это, что дойти до этого, что не в минус идем. А так жить слишком трудно. И если возможно, я бы продал, но не какие-то маленькие деньги, конечно, потому что надо как бы что-то получить от этого. Но все-таки как бы лучше продавать, потому что сейчас у нас только имидж есть. Как бы, ну, есть какие-то команды, и все это, я понимаю, но только это, что ты можешь как бы использовать Team Spirit. Team Secret это как vessel, как взять его и что-то сделать с этим клубом, если ты деньги поставишь туда. Ну, вы не обозначили, что клуб полностью закрывается и все, его больше нет. То есть вы же в стейтменте сказали, что... Только Dota. Да, что вы в стейтменте сказали, что мы как бы мы не закрываемся, мы все еще как бы не в активном поиске каких-то предложений, но мы их готовы рассматривать. Если, предположим, Parivision предложит тебе долю какую-то, какие-то, не знаю, акции, какое-то еще участие на уровне выше, чем коуч, да, на каком-то управленческом уровне еще поучаствовать в клубе, ты согласишься и закроешь это направление окончательно, Secret? Зависит. От сумм? Не только. Зависит от этого, что кого я буду тренировать в команде. Если все команда это выходит сейчас, скажем, International проебываем, просто с 16 места, full disband, все уходят. И Parivision говорит, что нам ты нужен. Да-да. Тогда сумма должна быть побольше. А если как бы все они останутся, и они спрашивают, что будешь следующий год еще коуч? Я такой, и даем тебе еще плюсы какие-то, ну, конечно. Я говорю, это все, это не, я как бы не хочу сказать, что мне так деньги не нужны или что такое, у меня есть их, или что такое, я не буду как бы спрашивать много. Не так как бы все это правда, я просто говорю, что оценивать я должен себя по-любому. Как бы невозможно так, что я просто делаю бесплатно все свои вещи, как бы это не нормально. Так что... Но оценивать я буду только, когда мне нравится что-то делать или мне не нравится. Если мне не нравится, это надо побольше мне платить за это, потому что мне же не нравится это делать. А если мне нравится коучить Сатаника, там, всех других в команде, тогда мне как бы все равно, сколько много ты будешь мне платить. Побольше, может быть, нужно, если мы выиграем International или что такое. Но как бы я бы хотел просто работать с ними, и все.
Мне это не интересует, что я теперь выиграл. Видишь, у тебя вот этот турнир и вот этот турнир, ты должен мне побольше деньги платить, и у меня эго вырастает или что такое. Я как бы... Это по-любому надо сделать как-то, но я не спрашиваю это из-за эго. Я спрашиваю, надо что-то по-любому сделать. Коучить эту команду я бы хотел по-любому. Если этого команды не будет, тогда уже другой разговор, потому что я бы хотел с ними быть. Мне все равно, Parivision как команда без игроков. Игроки для меня важнее, потому что игроки хотят со мной быть. Корпоративность, команда, Parivision или что такое, они тоже добрые для меня, они хотят, что у меня все хорошо бы было, но мы как бы работаем вместе, мы делаем работу. Я делаю для них вот это, что они выиграют турниры, даю коучи, и все. Это как бы другая разговор. А тут команда. А тут команда, тут люди, тут с кем я хочу быть. Это другой вообще разговор. Так что, я говорю, все меняется, если что-то не так. Кто ты сейчас в Team Secret? Вот на данный момент, помимо того, что ты коуч Parivision, Да. кто ты в Secret? Что ты там сейчас делаешь или не делаешь? Значишься? Я только самые большие what's it called? Решения. Decisions. Да. Решение. Я думал по-русски. Не так, что ты должен мне decisions Я сказать. пытаюсь подстроиться под Oh, тебя. very much thank you, man. Let's go speak in English then, I guess. Anyway. Смешно. Короче, самые там большие решения мы будем обсуждать. Но сейчас я уже давно как бы не сказал им, что невозможно фокусировать на Dota 100% и еще вот делать эту вещь. Я могу только самые такие большие решения обсуждать, что мы будем делать с этими вещами. Тогда я буду, там. Но мелочи, мелочь это для меня уже такое, что у нас есть какая-то команда, скажем, Rainbow Six. Нам надо поменять какого-то игрока. Я же не знаю этого игрока. Зачем мне обсуждать это? Ты иди поразговаривай с этим челом, кто понимает побольше, какой лучший игрок. Я же не знаю. Со мной разговаривать про такие вещи, это вообще useless. Я могу только, если ты думаешь... Вот иногда бывают такие вещи, что у нас команды какие-то идут куда-то играть в турнир, скажем. И, скажем, CEO скажет мне, что я хочу, чтобы ты поговорил с ними. Просто час поговорили, 30 минут, чтобы... у них есть какие-то вопросы. И когда я с ними разговариваю, тогда они спрашивают у меня, я говорю, что как мы должны думать, у нас один игрок там, не знаю, слишком много прыгает внутри или что такое, бла-бла. И как бы это иногда нам проигрывать игру, иногда как бы все нормально. Что нам надо делать? Я просто говорю, я даю свои советы, что я думаю про это. И я буду как бы рассказывать, что у нас как в команде иногда работает, и даю все, что я как бы сам знаю. Окей, то есть ты сейчас находишься в совете директоров, в управлении компанией, как это написано? То есть где-то написано, как тебя называть? CEO или... I am owner. То есть ты просто можешь, когда у тебя есть ресурс, прийти, принять какое-то решение глобальное, но больше в операционных, грубо говоря, вопросах ты не участвуешь. Да. Вот что мне было интересно. Да. Ты сыграл на 11 интернешналах, пропустил всего 3, и сейчас, получается, завтра ты летишь на свой 12-й интернешнл. Ты говорил в одном из интервью, что уходить на пике, завершить карьеру красиво, с титулом, это не про тебя история, в целом тебе это не так важно. Но вот сейчас ты снова летишь на Инт, фаворитом этого интернешнала. Для тебя это что за турнир будет? Вот про что он будет? Про Аегис, и это главная цель? Про реализацию как тренера? Как ты себя чувствуешь перед этим интернешналом? Ничего не чувствую. Потому что нельзя ничего чувствовать. Это обычный турнир, как все другие. Надо просто играть, надо лучше играть, надо, может быть, пожестче потренироваться. Но я никогда не чувствовал, что International для меня что-то другое должен значить. Я хотел выигрывать их, конечно,
Но, да, просто это турнир, надо сыграть его, надо сыграть хорошо, может быть, выиграть. Ну, слушай, буквально история International началась с тебя, из твоего никнейма. Ты первый чемпион International в Да. истории Доты. И ты абсолютный рекордсмен, и ты до сих пор на просцене в данный момент. Мгм. Нет ли от этого какого-то гнета, знаешь, на тебе давления, что я на протяжении всей истории этой дисциплины нахожусь в этой дисциплине на тир-1 уровне, и вот сейчас у меня новая веха, да, там какая-то планка другая, потому что я тренер, я веду команду к этому результату, и он что-то другое может значить, типа вот этот результат. А если вы забираете Аегис, как это будет ощущаться? Как твоя победа или как нечто другое? Ну, победа. Конечно, моя победа. Но, как я ведь только что сейчас выиграл, я тоже как бы ничего не чувствовал. Потому что я уже выигрывал турниры. И то, что мы выиграли его, это, ну, чувство, конечно, хорошее. Такого... После, когда я уже выигрывал много турниров, как бы следующий турнир выигрывается, это не... Ну, я уже экстра какие-то эмоции не чувствовал. Такие обычные, хорошие. Я как Зай. Зай тоже как бы сказал один раз, что он не чувствует это, что он выиграл турнир, он чувствует это, что хотя бы не проиграл. И у меня то же самое. Как бы. Я уже не хочу как бы выигрывать, я хочу просто не проигрывать, потому что я должен хорошо понимать игру, я должен как бы все вещи хорошо придумывать, и все вещи, что я делаю, но я стараюсь, чтобы выиграть, это значит, что я не хочу проигрывать. Я не рандомно хочу зайти до этого, что я выигрывал. Вот так, о, я выиграл, как хорошо чувствовать теперь. Нет, я реально стараюсь, чтобы не проиграть же. Я хочу выиграть из-за этого, что я лучше придумываю, и если все это сработает, это хорошо, потому что я и эту как бы целью туда, чтобы я правильный был. Но вот если в целом проследить твои высказывания на протяжении твоей карьеры, ты всегда акцентировал на том, что очень много раз ты испытывал эту боль поражения, грусть от поражения, что действительно для тебя важнее вот не испытывать это чувство. Если в этот раз, в этом году не произойдет победа на интернешнале, это будет сильным для тебя потрясением? Или это зависит от места, которое вы займете? Есть ли какая-то граница, какая-то планка, что ну вот ниже этого очень плохо, дизастер, выше, окей, едем дальше? Конечно, есть. Топ-3 — это уже для меня нормально. Меньше топ-3 — это уже как бы чувствуется, что мы что-то неправильно сделали, и что-то не так пошло. И, ну, если мы вообще где-то в салат проигрываем, где-то последнее место, конечно, это будет обидно. И, ну, тут как бы зависит. Если мы проигрываем из-за этого, что я плохо что-то сделал, тогда я буду чувствовать намного хуже. А если я все, что придумывал, должна была сработать, а мы просто затровили игру слишком сильно, просто прыгнули в базу, фонтан, просто прыгнули и проиграли игру из-за этого, ну что мне делать? Как бы это бывает, это жизнь. И я не буду чувствовать из-за этого так плохо. Если я не ошибаюсь с подсчетами, то ты сыграл 254 карты, из которых у тебя 146 побед, 4 гранд-финала, и все рекорды абсолютно, мне кажется, твои. А при этом после 2011 года, первого инта в истории Доты, не было ни одного Аегиса. Вот отсутствие Аегиса больше душит? Или легаси, рекорды, поставленные за карьеру, и вот все, что ты создал, гораздо больше для тебя имеют значение, чем невыигранная Аегис 2011-го? 6-7. 6-7. Ни рыба, ни мясо. Тебя больше к чему? Ни рыба, ни мясо. И то, и то? Не то, и то. Я хочу выигрывать доту, я хочу просто сыграть турнир хорошо, и я не думаю про такие вещи, потому что зачем мне какой-то экстра прессер давать? Ну подожди, вот мне важно, да, что тобой движет, то есть что тебя мотивирует и заставляет тебя просыпаться по утрам, идти тренировать команду, то есть это все еще жажда получить этот Аегис. Или это я должен быть с дотой, дота — это мое дело, это дело моей жизни, и я остаюсь там и делаю все, что могу. Второе? Второе. В решающем матче на этих квалах вы выбили Virtus.pro, в которой играет Fly, и если бы он вышел, то это был бы 12-й инт для него, и он бы побил твой рекорд.
Что ты по этому поводу чувствуешь? Ты думал вообще об этом, что против кого вы сейчас играете? Я знал про это. Так что это, ну, я думал, что они по-любому пройдут. Они хорошая команда были в этом турнире. И почему-то они проиграли против кого-то, я даже не помню против кого. И какие-то чики-брики, я даже не помню, против кого они проиграли. И это как бы ихний фейл, скажем так. Но я думал про это, что Fly зайдет на International, и он выиграет лидерборд против меня. Бывает. Ты в одном из интервью называл золотым веком доты промежуток между 5-м интом и 7-м интом. Мне кажется, я попала в доту на 7-м инте. И при этом это были худшие годы, грубо говоря, для твоей карьеры на инте. Да, может быть. Но вот ты называл это золотым временем. Почему? Ну, там многие вещи, что были лучше, я бы сказал. Атмосфера доты была хорошая, потому что все время was growing. И как бы игроки были побольше интересные, и идеи были побольше интересные. Дота было как бы побольше, это что не все еще было придумано, и поэтому как бы было побольше стиля у всех команды. Стиль команды был другой, все китайцы играли вот так, SCA играла вот так, русские или CIS комьюнити играла вот так, европейцы вообще по-другому тоже играли, американцы, их как бы не было, но как все время, но какие-то люди там были, кто играли как самому. Но они все делали другие вещи, у всех был свой стиль. И были очень большие такие, очень много были стратегии, такие, как сказать по-русски, cheese strategies, как бы, где ты можешь просто ласт-пикнуть бруду и выиграть игру из-за этого. Очень много есть такие вещи тогда. Теперь это как бы все занерфили, и карта как бы такая, я бы не сказал базовая, карта побольше, и все эта тема, но теперь есть как бы такие вещи, что ты должен по-любому делать. Если ты не сделаешь, scripted gameplay сейчас. И я бы сказал, что Dota дошла до этого времени, что ты просто видишь то же самые вещи каждую игру, и это неинтересно. Я бы сказал, что тогда было намного интереснее, потому что ты видел другие стили в Доте, но ты не знал, какой из этих стилей самый лучший. Ну, может быть, ты мог сказать, что, может быть, побольше работает, но как бы это, что может это все поменяться иногда, что сплит-пуш работает, или какой-то вообще супер-пуш работает, или работает какой-то pick-off гейминг или что такое, или teamfight гейминг просто. Ну, их разные есть просто как играть. Тогда ты не знаешь, куда мета пойдет. А сейчас мета как бы все время то же самое. Там, может быть, какие-то айтемы поменяются, но как бы стиль по-любому то же самое почти будет. И если какая-то вещь выигрывает побольше, все будут его играть. Не так, что тогда забивали, ну, кто-то играет вот так, ну, какие-то команды старались по-любому это выиграть как-то, по-другому. Так что, ну, это один вещь только. Вторая вещь, это когда вещь новая, Dota тогда была новая игра, и как бы ты не знал еще, куда это пойдет. Она будет побольше или нет. Ты это не знал, но это время, когда это происходит, ты думаешь всякие позитивные вещи. Ты думаешь, что сейчас будем свои айтемы продавать, мы будем сейчас как бы не то, что миллионеры, но мы все будем активно как бы в экономии, что-то происходит, будет классно, будет как бы реальный спорт будет, как бы, что мы будем все свои джерси там продавать, и все будут как бы фанаты, и как бы ты не знаешь, что происходит, будет, ты не знаешь, что будет тогда. И Valve будет прислушиваться. И прислушиваться, и будет все классно. Тогда и было как бы такое время, где они старались, потому что они хотели тоже, чтобы это как бы побольше становилось. И это время я просто помню, что я все время разговаривал с Valve, с девелоперами. Я разговаривал с Гейбеном очень часто. Как бы каждый International они делали этот такой... Meet and greet? Скажем так, meet and greet, но побольше какой-то ужин такой для всех, кто пришли на International. И такой мини-парти, скажем так, где вы все, может быть, поговорите с этими девелоперами, и они все с вами тоже поговорят. И там тоже будет Гейб,
с Гейб Ньюэллом там поговорили в Сиэтле, там 3 раза подряд, каждый International, или 4, или 5, я не помню даже. Но он там был. Да. Просто суть в этом, что он там был, все там были, и было как бы комьюнити, была атмосфера, и все как бы it was alive, как бы так. Был сказать. такой кэмп, было, да, действительно, Да. вот комьюнити. И все как бы росло. И поэтому, как бы, я говорю, игроки были тоже with character. И Ну да. не то, что сейчас как бы. Сейчас какой-то чел может только написать себе что-то в игре, какой-то you noob. И это character, кажется. Но это не character, это не человек, кто харизматичный, как No-Tail, скажем так. No-Tail на интервью с ним все время, каждый раз, когда спрашивали, что ой, мы сделаем там вместе какое-то интервью, и там какой-то No-Tail, я, блин, поехали, потому что я знаю, что это будет фан. Give me your battle roar. Иди нахуй! Были такие турниры, как Beyond the Summit, где мы все сидели на диване и там разговаривали. Просто все эта тема, ну, это сейчас как бы существует через какие-то трансляции, как мы, ну, побольше как бы official, где игроки приходят и кастят игру. Ну, это как бы не натурально. Это же уже зафорсит, тебя уже принесли, ты будешь здесь, ты будешь кастить, это все понимаешь. Это уже корпоративное, это уже бизнес, да. и это все уже бизнес. на контрактах. А тогда это было натурально. Тогда это было как бы люди просто вместе все время делали вместе вещи. И было натурально. И поэтому все эти вещи как бы складываются на это, что это было golden years, я бы сказал. Young and free. Young and free. Not cringe. Ты в ответе на предыдущий вопрос начал перечислять регионы, кто где как играл в доту. Ты начинал играть в доту с парнями из Восточной Европы, которые, как мне кажется, сильно могли на тебя повлиять и отчасти сформировать, там, не знаю, твое видение доты, да, там вообще менталити какие-то вещи. Как ты сам ощущаешь, как это на тебя повлияло? Ты много играл с ребятами из этого региона. И сейчас снова, собственно, с этими же людьми из этого же региона. Как ты сам, ты спросил? Я хотел сказать сразу «добро сам», как все. Ответ вопроса это так, что я, когда молодой был, я только на китайский доту смотрел, если что, потому что китайцы были самые лучшие в доте. Ну, это правда. И как бы вот этот разговор про это, что я теперь, может быть, думаю, как CIS или европеец или что-то в доте, нет, это неправда. Я только смотрю на это, кто самый лучше показывает какие-то идеи. И просто тогда были китайцы, кто придумывали самые имбалансные идеи в доте. А теперь, думаю, ну, теперь уже по-другому все работает. CIS и европейский регион, ну, я бы побольше сказал, CIS регион очень хорошо играет. И все эти идеи, что выходят как бы из доты, они не меняются так много в доте сейчас. Поэтому ты смотришь на микромоменты побольше. Как кто-то держит линию, как кто-то там дерется в драке вот так, или что он делает с героем, какие айтем-билды он покупает. И эти все мелочи, они меняются вот почти вот очень, очень мало. Ты Монтестайл покупаешь здесь, или вот тогда, или первый, или вот как бы она там будет, но какой первому? Иногда чел покупает вот этот айтем, и тогда вот этот, а другой чел покупает вот этот айтем, и тогда вот этот айтем. Кто это лучше? Но это не такие большие как бы разные как бы идеи, как бы это такой мелочь, но они сейчас побольше влияют на доту, потому что мы уже очень хорошо понимаем, что делать в игре, потому что scripted gameplay, и мелочи как бы побольше показывают difference в игре. Так что да, я просто смотрю на это, кто придумывает хорошие вещи, кто показывает самую лучшую доту. Китайские игроки были самые лучшие, они самые лучшие laning stage показывали, самые лучшие мелочи они все время делали в игре. Поэтому я смотрел на них, ну, это первая дота. Если, ну, второй доте тоже как бы они были сильные, но потом пошло вниз. Все. Но это у них 5 лет было хорошие результаты, 6 лет, а потом уже заканчивал. Нет, даже 7 лет. Потому что на TI7
они тоже второе и третье место взяли. Так что у них все было хорошо, сейчас просто у них ничего не идет. А если говорить не о доте, а о ментальности, о людях. Ну, знаешь, вот, например, молодые ребята-дотеры, когда дают мне интервью, они часто упоминают такой термин, как EU-менталити, что вот игроки из Европы совершенно другие, не такие, как ребята из Восточной Европы, там, русскоязычные игроки, потому что другая ментальность. EU-игроки, знаешь, они более проработанные, что ли, с эмоциональной точки зрения, может быть, более тактичные, где-то более экологичные, может быть, глубже прорабатывают какие-то там личные проблемы друг с другом, больше разговаривают. А СНГ игроки принято считать, что, ну, более такие резкие, знаешь, с какими-то перепадами и так далее. Вот с человеческой точки зрения, ты как человек, который со многими игроками побывал и в командах и так далее, как вот отличается, как это на тебя влияло или не влияло, не знаю. Ну, европейцы, они спокойные люди. Как бы это все время так было. Европейцы все время были спокойны. А с ЕС люди, они побольше как бы, они хотят материться, они хотят как бы быть негативные иногда. Даже если ты посмотришь любую там кастера сейчас, Рамзеса посмотришь, он флеймит всех, как бы, он флеймит всех игроков, как бы, это нормально. Это же обычные вещи, что делается в игре. А какой-то EU-кастер не сделает такие вещи. Даже Горкси это не делает. Он иногда флеймит, но он побольше... Обычные ситуации, это когда даже Вилат кастил это, и он все время думает, ой, что ты сделал? И он все время негативность как бы показывает. Какой-то OD Pixel скажет, что «Oh no, he jumped!» Он как бы «Oh no, this happened to you, this is so sad!» Он как бы побольше вот так разговаривает. Так что это все менталитет как бы идет туда, как люди разговаривают в игре. Ну вот ты приехал, парень из Эстонии, знаешь, у тебя капитан артстайл, Да. а ты сдержанный, ты вот Да, я спокойный. спокойный. Как ты тогда, ну и на протяжении лет, знаешь, там, типа, находился в этом общем пространстве и думал, вау, какие вы... Ну нет, там сильные аутисты были в команде. Как я. Так что Дэнди и Light of Heaven, они тоже как бы... Я бы не сказал, что они CIS люди. Потому что им тоже не нравится вот такая атмосфера. Они тоже хотят просто придумать себе хорошую игру. И они добрые люди тоже. Они не, ну, Light of Heaven, с ним можно как бы иногда... Ну, всеми можно как бы поссориться и не понимать, что ты хочешь от меня или что такое. Как бы такие ситуации могут быть с любым человеком. Но там атмосфера была по-любому хорошая. Там как бы все отлично работало. Ну хорошо, давай просто вот навскидку вопрос такой гипотетический. Вот у тебя есть там 4 игрока ЕУ, 4 игрока СНГ. И абсолютно одинаковый уровень, обе команды отлично играют, тебя приглашают туда и туда. Ты предпочтешь играть с EU составом или с CIS составом? С EU составом. Ну, спокойнее. Мне нравится быть спокойным. Потому что я хочу, чтобы мы на чиле, ну, как ты уже всю интервью брал от меня, ты уже понимаешь, что я человек, хочу просто, чтобы мы обсуждали, как выиграть игру, никто там негативность не берет, не делает. И как бы атмосфера такая хорошая, как бы иногда это, ну, есть плюсы и минусы. Иногда бывает так, что мы, вот хорошая EU-команда, у них, может быть, будет проблема, где они не дойдут до никуда, потому что никто не будет как бы спрашивать, ну, такие противные вопросы, но надо их спрашивать. Типа хотеть больше, почему мы не проигрываем? Ну, почему? Ну, никто не будет как бы брать негативную ответственность на себя, чтобы начинать какой-то разговор, что надо обсудить. По-любому надо обсудить. И это минус этого команды. Вот плюс этого, что у CS регионов сейчас, что очень хорошо работает, это что они никогда не дают те... Ну, они сразу, если чувствуют, что что-то не так, они будут обсуждать это. Они серьезно это будут сразу обсуждать. Им не нравится сидеть просто так и не обсуждать это. Это иногда может как бы поломать команду все, внутренности completely, как бы взорвать команду, потому что все будут просто токсик. Но обычно, если у тебя просто этот в балансе, как я вижу сейчас в Dota работает так, что
CS-регион очень хорошо адаптируется, потому что они все время обсуждают вещи, что происходит. Они все время все мелочи будут обсуждать, они все время что-то хотят там придумывать, они все время хотят показать, что ты вот здесь неправильно или что такое, они все время хотят на уровне выше быть. Но это, я говорю, без баланса это может быть нам очень токсик, но с балансом это сработает очень хорошо. У всех команд сейчас как бы есть коуч, есть какой-то психолог, есть все эти вещи, так что сейчас это как бы используется очень хорошо для этих команд. Но все-таки как бы есть плюсы и минусы. Я просто скажу, какой я человек и что мне нравится. Мне кажется, ты в ПВ теперь как раз вот за баланс отвечаешь. Если что, когда у меня 4 европейца, и я с ними, я этот человек, кто будет как бы эти вопросы задавать, противные вопросы, что надо как бы решать. Обычно это я и был. Поэтому я как бы микс. Я европейский и СНГский как бы человек. Я как бы могу адаптировать туда или туда. Так что, но в команде, где у меня 4 европейца, я буду побольше как CIS-бой. 1,5 года назад тебя спросили, равен ли Riyadh Masters EVC и WC Инту. Ты сказал да, но нет. Все равно другие ощущения, это другое, Инт это важнее. Ты выиграл EVC. Изменилось ли твое отношение? Да, но как бы изменилось не из-за этого, что там турнир лучше или что такое, или интернешнл. Ну, я скажу, почему это поменялось для меня. Я считаю теперь, что EVC лучше не из-за этого, что я выиграл его, но из-за этого, когда я пришел на этот турнир, потому что Riyadh Masters, я был там один раз, я был там, перед этого я уже был там Gamers 8 какой-то, первый Riyadh какой-то турнир, где LGD выиграли против Спиритов. Я был в этом турнире, и мы сыграли этот турнир так, что я просто сыграл какой-то турнир, да. Там только дотеры были, Dota Bootcamp, Dota Media, Dota все. А в этот раз мы пришли в Париж, а там много команд. Там реально как бы я поговорил там с плюс 100 людей с кем-то, кто играет другие игры. Я даже увидел свою команду Team Secret в League of Legends и с ними поговорил немножко. Я как бы я с многими людьми поразговаривал, я увидел, что другие сцены, другие игры играли в то же самое время, когда мы играли. И для меня это выглядело побольше как реально как бы киберспорт. Но это реально был побольше турнир, чем International. Киберспортный как бы World Cup для всех. И это, если сейчас это был первый турнир, что выглядело так, и она будет жестче в следующем году, я бы побольше хотел вот там быть, потому что это как бы эпицентр всех игр. И для меня это побольше значит, чем какой-то один турнир для Dota. Но это, может быть, поменяется. Но сейчас, что я увидел вот там, что происходит, для многих людей это не понравилось, что все время надо было на автобусе быть, все время нужно было ждать, и как бы мы все время делимся как бы с какими-то людьми место, и надо ждать. Типа вы не главные звезды. Да, мы не главные звезды для каких-то людей, вот они так думают. Так что я знаю, что другие люди скажут, что мне побольше International нравится из-за этого, что я эксклюзивный человек, и для меня все делают. А там все равно, как бы, там ты должен вместе быть с людьми. И, может быть, ты тоже это понял во время этого интервью, что мне с людьми побольше нравится как бы работать и разговаривать, чем как бы свою работу делать и получать как бы эту эксклюзивность или что такое. Так что мне, да, побольше EVC понравился. Сейчас. Посмотрим, каким будет International. Да. В Шанхае. В Шанхае он был хороший. Китай любит этот ивент, этот турнир. Да. Шанхай очень хорошее место. Мы сегодня в этом интервью очень много говорим о том, как важны люди, как для тебя важны люди, и что все это в целом про людей. Ты с очень большим количеством людей поработал на протяжении своей карьеры, с разными игроками. Многих ты вырастил, сделал звездами, нашел.
какое-то количество раз даже я помогала тебе там, хантить игроков, мы с тобой по коридорам ловили Резоля, Да, и да. не Резоля, и так далее. Ты на многих повлиял. Можешь сейчас перечислить несколько никнеймов, кто повлиял больше всего на тебя и кто оставил самый большой след у тебя в душе, там, да, знаешь, на протяжении твоей жизни? Кто из этих людей на твоем пути для тебя является знаковым? Ну, если взять только одного человека, Можно не одного, сколько хочешь. но если взять одного, Ну, возьми. я только возьму одного. Ну, возьми одного. Не, ну, их много. Как бы все что-то показали мне, все как бы мне нравится от игроков. Какие-то люди, кого я взял, они показывали такой хороший уровень доту, как, скажем, там, Ниша или что такое. И как бы он молодец и все сделал, но для меня самый как бы большой друг в доте — это Ябзор. Этот чел просто самый лучший чел в мире для меня в доте. Я хочу все время любые вещи с ним делать, и как бы это супер, не то что респект или что такое, но я просто, это заебись, что случилось так, что я познакомился с ним. А можешь вот для людей, которым не очевидна личность Ябзора, ну, то есть про него не так, он не самый медийный игрок, знаешь, там, про которого все известно, все его знают. Да. Можешь для наших зрителей какой-то дать тейк, что он за человек, почему он такой классный в твоей жизни? Ну, он самый смешной игрок, но он реально как бы с ним можно сидеть 10 часов подряд и просто делать что угодно. Он как бы best friend такой человек. С ним можно... Любой человек может с ним потуситься. Как бы он очень как бы позитивный, friendly guy. И я не знаю, как бы с ним... Я говорю, с ним можно все время как бы чилить. И мне нравится чилить. Ты любишь чилить. Мне нравится чилить. И с ним можно чилить. Мы как бы, когда я с ним, я чувствую, что я просто пьяный, и он пьяный. Мы все время пьяные просто. Мы чилим, мы high as fuck, скажем так, но мы ничего не делаем. Мы просто играем какие-то board games или посмотрим фильмы, и там разговариваем про какие-то вещи. Пойдем просто на улицу, поразговариваем. Что такое. Вот такой он человек, и супер cool guy. А есть ли какой-то, не знаю, бывший тиммейт или коллега по про-сцене, про которого ты сейчас понимаешь, что ты мог поступить с ним неправильно или там сожалеешь о чем-то? Да. Кто это? Ну, они знают про это. Но многие есть, с кем я даже с игроками, с кем я хорошо, как бы хорошие атмосферы были. Я тоже иногда как бы неправильно что-то делал. Как бы я с Матумбаменом... Я скажу, что с Матумбаменом у нас была такая ситуация, где мы сыграли какую-то КВшку, скажем. Я думал, что надо было так делать. Он говорит, что он не знает еще, но я хочу ответ от него, понимаешь? А перед этим мы только сделали какой-то такой психологический какой-то анализ, где мы должны там выборы брать, и тогда какой-то приходит информация тебе, что какой ты человек, и что тебе нравится, что тебе не нравится, какие вещи тебя триггерят, какие вещи, ну, вот такая вещь, да? И тогда мы должны были еще прочитать свою и других прочитать и посмотреть все на это. У нас был такой разговор вот в этом скриме. Мы сыграли КВшку, и вот это случилось, что я хотел от него ответ. Он говорит, что я не дам тебе ответ, я еще не понимаю, я хочу подумать про это. И я такой, что, а другие, вы дайте мне ответ, какой лучший выбор, потому что нам надо просто понимать, что надо делать, или лево пойти, или право. Просто надо как бы это понимать. Мы должны обсуждать, что делать, потому что мы в следующей игре будем то же самое в каше, где мы просто не знаем, что делать и что лучше. А для меня это как бы, я хочу знать, как лучше играть. Все. А Матумбамен говорит, что и мне просто триггерит, что я не получаю ответ от него. Я читаю у него вот этот анализ, я читаю, он читает. И в то же самое время мы смотрим, что тебя триггерит. И я вижу, что у Матумбамена тут написано, что если я его форсу, как бы, и он еще не ready давать ответ, ему это триггерит. Потому что он хочет брать время, чтобы подумать, что правильно и все тема. Ему нужно время. Если кто-то его форсит побыстрее что-то делать, ему это триггерит. Он читает у меня.
Если ты не даешь ему ответ, и он не получает как бы, ну, эффективный ответ по вопросу, что он задавает, тогда это триггерит. Он хочет, чтобы люди просто с ним общались и попробовали объяснить ему, что как бы, ну, разговаривать про эти вещи. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, потому что он хочет знать, что правильно. Ему надо как бы знать такие вещи. И это его триггерит, если он не получит это. Он смотрит на это, мы вдвоем смотрим на это, вот такой... Видишь? Я ничего не делал. Я просто такой человек. Он такой, ну видишь? Я ничего не делал. И я просто такой человек. Мы просто хай-файв дали, блядь, вы нихуя не сделали плохо. Мы поняли, что это вообще как бы... Ну, иногда ты сидишь вот так, что ты думаешь, что вот этот чел просто, он хочет от меня что-то. И вот этот чел, он хочет от меня. Просто какой-то toxicity происходит, да? Но тут как бы нету токсичности. Я просто такой человек, кто хочет как бы ответ, а он хочет подождать с ответом. Ну, блин, эта синхронизация просто не сработала. И все. Как бы мы ничего не сделали, мы ничего не хотели от никого. Как бы это не было минус на тебя. Ну, я не хотел токсить на него быть, он не хотел токсить на меня быть. Но мы взяли это, когда вот это скрим или КВшка было, мы чувствовали плохо, потому что вот эта ситуация случилась. Когда мы хай-файв дали, мы все... Мы уже почувствовали, что заебись, как бы мы ничего не сделали про себя. Можешь ли ты сказать, что на данный момент, на сегодняшний день, у тебя нет незакрытых конфликтов ни с кем, и со всеми, с кем когда-то была какая-то вражда или там недопонимание, все улажено, и все люди, для которых это важно, это знают? Ну, не знаю. Я бы сказал, что конфликты по-любому они есть. Даже это если, когда я не хочу это сказать, что есть. Потому что зачем мне... забывать вещи, что сделали люди плохо для меня. Как бы это ненормально. Как бы ты должен помнить, что случилось, ты должен понимать, что это или, может быть, я не прав, может быть, иногда я чувствую, что, может быть, да, реально, я как бы мог с этим что-то получше там сделать, и, может быть, я слишком young был, не понимал ситуации так хорошо. А суть в этом, что если кто-то что-то плохо мне сделал, я не буду это забывать. Зачем мне это забывать? Как бы пусть будет. Это же жизнь. Как бы я буду помнить вещи, что случилось. Я не хочу эти бифы, если что. Потому что, скажем, с Мидваном у нас была плохая атмосфера. Когда он пришел мне в команду, мы вообще как бы не могли мы просто не могли как бы за chemistry вообще как бы играть доту. Он думал по-другому, я думал так. И у нас просто выходилось полной как бы toxicity. Так, мог я с этим получше поступить? Мог он лучше поступить? Да. Мог я поступить? Да. Но это случилось, что происходит. Как бы я уже понимаю, тогда я как бы думал, что хорошо, и мне не нравится этот человек вообще, да? Но теперь я уже такой, я с ним, если я вижу его, мне все равно. Я буду разговаривать с ним, я буду с ним все делать, как бы, я буду как бы все вещи обсуждать, потому что я знаю, что он не какой-то киллер, мордерер там. Я имею в виду, что он не такой человек, что он плохой человек. Он, может быть, со мной поссорился, и это нормально. Это происходит в доте все время. Но что мы не можем жить в этом мире вдвоем, это не существует. Как бы пусть он живет свою жизнь, я тоже живу свою жизнь. Если я вижу его, я скажу hello, все нормально, как бы поговорю с ним, и все нормально. Если ему что-то надо, я даже помогу. Но я говорю, что эта вещь, что случилось, это случилось. Это по-любому я не буду забывать. Но простить я могу. Угу. То есть врагов не создаем, врагов да. Нет. Нет. Круто. Мы с тобой записываем это интервью за день до твоего вылета на International. Угу. Но выйдет оно на следующий день после гранд-финала. То есть зритель, который прямо сейчас смотрит наше интервью, вчера посмотрел гранд-финал. И он знает, чем все закончилось. А мы с тобой не знаем. Окей. Что бы ты хотел сказать этому зрителю? Вне зависимости от результата. Вне зависимости от результата. Смотри этот интервью. О себе что бы ты хотел сказать? Передать себе привет после гранд-финала. Че, я псих какой-то, что такие вещи думать? Whatever. Супер whatever. Ничего не скажу. Ценность этого интервью не меняется от результата инта? Нет. Для тебя? Не, ничего не меняется. Я просто даю интервью, потому что мне нравится давать интервью тебе. Спасибо.
Вот так. Мне тоже очень нравится, мне очень приятно. Ну, заебись. Давай представим гипотетическую ситуацию и представим себе двух Климентов, который после гранд-финала просыпается с Аегой Мгм. и без нее. Что это за два разных Климента? То же самое Климент. Ничего не поменяется. Ты также проснешься, пойдешь там за кофе. Абсолютно никак. Да. В чем секрет? Не скажу. Team Окей. Secret. Поэтому. Team Secret. Не, я не знаю, зачем думать по-другому. Я уже сказал, что если я уже выигрывал так много турниров, это как бы это хорошо, но жизнь идет вперед. Как бы я выигрываю этот International, и что? Жизнь не меняется. Жизнь не меняется, это значит, что то же самое все. По традиции нашего канала, в каждом нашем выпуске, в каждом нашем интервью мы готовим для гостя, для героя индивидуальную рубрику. Если я не ошибаюсь, твой никнейм Пупей возник из-за названия Master of Puppets, Металлика. Ты как-то промахнулся по клавише, и вместо Puppets получилось Puppy. Это правда? Круто. Поэтому рубрика будет музыкальная. Конечно, все мы знаем прекрасно много лет, что ты очень музыкальный человек, что ты играешь на нескольких инструментах, ты пел в хоре. Короче, ты музыкант. Поэтому рубрика будет музыкальная. Мы привезли сюда Женькины гитары, лучшее, что у нас есть, самое ценное, что у нас есть, мы тебе доверяем. А я буду задавать тебе вопросы, связанные с музыкой. Ты будешь отвечать именно названиями треков. По желанию ты можешь их играть. По желанию ты можешь называть просто трек. As you wish. А можем просто с кайфом просто посидеть, поиграть, что захочешь. Выбирай. С кайфом. С кайфом На поиграть? на чиле. Ну что, берем гитару, какую ты выбираешь? Ну, я думаю... Не, я вот эту возьму. Каким был первый риф, который ты выучил? С чего начался твой интерес к музыке, к гитаре? Master of Puppets? Новая гитара. А Что это такое? кто показал тебе музыку? Вот вообще познакомил тебя с музыкой? Я музыкальный в школе был. Я там флейту играл, тогда кларнет, тогда саксофон. И это время я пел тоже. Так что да. И вся эта академическая музыка тебе надоела, и ты перешел в тяжелую музыку? Или как это было? Вот формирование твоего музыкального вкуса и интереса? Я просто фанат был все время музыки. У нас все время музыка играла каждый раз, когда мы кушали, что такое, телевизор смотрели. Мы телевизор, когда смотрели, мы MTV смотрели или Виву. Так что у нас все время музыка ходила в жизни. Так что я подобрал все идеи там, я все слушал. И мне самое больше стало нравиться просто рок-музыка, потому что это альтернативная, я бы сказал, рэп и рок. Потому что поп-музыка — это слишком обычный был. Слишком обычный. С рэпом как бы что? Я могу, может быть, порэпить, если я попробую это сделать, как бы, но не то, что я умею это. Я имею в виду, что инструмента там нету, только свой голос. А как бы здесь можно... Я уже когда играл на какие-то инструменты, тогда я просто стал брать следующий инструмент — гитару. Можно сказать, что гитара твой любимый инструмент в итоге? Да. Он хороший. Мне он нравится. Потому что с ним можно что угодно. Не что угодно, но мне нравятся песни, что ты можешь сделать. Как бы ты можешь обычные песни делать. Так что я не помню. Я даже не знаю, что здесь происходит. Похуй, не будем Нирвану играть, потому что я не хочу. Слишком дроп. I need an easy friend like you. Ты можешь как бы сидеть. Ну да. Да. Ты можешь сидеть, разговаривать,
петь песни, как бы, ты, ну, это чувствуется хорошо для меня. Как бы, когда ты играешь на каком-то саксофоне или что такое, ты не можешь, как бы, все вещи использовать. Но чилить с гитарой можно очень хорошо. Боже. Евгений Вадимович, подскажите, вы играете этот же риф очень часто дома. Что звучит сейчас у нас? Санитарием. Вы сказали это хором. Окей, а есть сложные рифы, как этот? И это моторика. И это работа мозга. Это не моторик. Но это и есть моторик. Но it's whatever. It's easy riffs. It's easy riffs. Sanitarium. Leave me be. Хорошо, а есть музыка, под которую ты считаешь идеально погрустить, которая вот трогает все струны души, которая рвет сердце, которая звучит как вот, не знаю, печаль? Ну да, есть такие песни. Надо вспомнить. Любовь Не, так идет на... мне нравится очень этот... We chase Miss Pretty Light. We face the perfect time. Такая хорошая песня. Я в восторге, Климент, в полном And седле. yet I find this battle all alone. No one could try to, no place to go home. Должен факапать, как все время. Лучший риф для выхода на сцену, чтобы поднять Аегис? Но если... Я не знаю даже. Я не знаю, я про музыку так не думаю. Потому что если я бы хотел, чтобы я вышел и выиграл International или что такое, я бы хотел бы просто послушать какой-то Джон Сина introduction song. And here is John Cena. Да, вот это намного лучше, чем что-то на гитаре ты сделаешь. Может быть, какой-то, не знаю, Эдди Ван Хейлен song, может быть, тоже пойдет. Или какой-то Scorpions. Scorpions. Или кто это? Here I am, rock you like a... Эти такие epic fun songs, как бы, я понимаю, но эта музыка обычно мне не нравится просто так. Как бы это другая, как бы, идея. А правда, что вот, просто вот мой муж Женя, он всегда говорит, я не люблю happy song, я люблю минор, я люблю сложное Минор. настроение, Да. мне нравится вот эта вся мрачность, Да. какая-то сложная душа. Есть какие-то люди, кто умеет это очень хорошо сделать, но какие-то эпик... Для меня мажор должен быть эпик. Если минор, ты можешь спокойно быть. Ты можешь спокойно быть, сидеть там, плакать, да? И как бы спокойно быть. Но если ты мажор, ты должен показать, что как бы, ну, для меня хотя бы, работает побольше, если... Big. Big. Есть такой артист, как Девин Таунсенд, если ты не знаешь, но... Женя Ну, знает, конечно. он делает хорошие такие большие атмосферные, как бы, эпик, мажорные песни. И поэтому вот такие песни мне нравятся, мажорные. Но чё, как бы, я даже не помню, как их играть, но я вспомню, может быть, какие-то. Но все-таки это тогда работает. Но просто так думать, как бы играть, чилить, минор получше работает, я бы сказал. Но не все время, не все время. Какую группу, какого исполнителя ты можешь назвать в качестве своего любимого, сформировавшего тебя, не знаю, повлиявшего на тебя больше всего? Бенда? Бэнд или артист, да, вот композиция, может быть, направление. Ну, when I was younger, я бы сказал Metallica. Но потом вышли другие new metal артисты, как Deftones и Korn. Мне очень они понравились. А теперь как бы я
я бы сказал, что для меня Queens of the Stone Age самый лучший артист для меня, кто умеет вообще эмоции везде поставить и чувствовать как бы и sad, и happy, как бы все такие песни развитые есть у них. А ты сможешь что-то из их сейчас сыграть или без подготовки? I know the sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there, all alone, just skin and bone. When I've been among the trees, listening to the leaves, the further I go, the less I know, the less I know. Follow and choose, each you alive. Lullabies to paralyze. Ты думал Я когда-нибудь? покапаю так сильно, блядь. Ты думал когда-нибудь о своей музыке, своем творчестве? Наверняка у тебя что-то придумано, и какие-то есть черновики. Не, у меня есть, да. У меня есть какие-то идеи, там, они труднее играть или что такое, но самые вещи, что мне нравятся, они как бы самые простые. Это как Nirvana Songs All, почти. А что сыграть? Я не знаю, не хочу сыграть. Вы будете спиздят. Нет, конечно. Окей, есть такая песня. Там какая-то лирика тоже есть. Losing sight again, feeling come and go, say, trying new things over again. Ну, трудно как бы мне вспоминать вещи. It's Но okay. что-то такое. Это джем сессион. Это джем сессион. Поставь мне нормальный звук. Я поджамню еще один раз, и уже надо как И бы свернем. и заканчивать мою Так, что... fails of the week. О нет, Климент, это, я наблюдаю редчайшее явление сейчас в природе. Ты с гитарой, я в восторге. А? Фанат Мастодон? Да, Мастодон нормальный бенд. Но они... Вот это опыт был, и мне опыт очень нравится. У меня ощущение, что я единорога увидела, просто я... Не-не-не. I can be much better if I try. Of course. Ну, But я it's just имею в виду, jam. если я побольше буду играть и каждый день, может быть, делать, тогда у меня что-то выйдет. Вопрос главный. Какой-то альбом, какой-то трек. Есть у тебя такие мысли в целом? Вот. Carry you Yeah, it's that song. Ну, может быть, многие люди уже умеют намного лучше, чем я, делать музыку. Но ведь это ты. Да, но я бы попробовал, если у меня не было бы дота. Я уже когда-то в бенде был, когда дота не было, тогда я играл. Но сейчас как бы зачем? Я сейчас чилю, понимаешь? Ну и чил. Я почилю, я поиграю гитару. Ну что, друзья, на этой ноте мы будем заканчивать наш разговор.
Мы желаем тебе удачи, мы желаем тебе победы, мы желаем тебе не останавливаться на достигнутом. Мы еще не знаем, возможно, передо мной сидит чемпион интернешнала. Даже если нет, ты уже легенда доты, ты сотворил эту историю. Спасибо тебе за наш сегодняшний разговор. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.